Всем любителям электротранспорта доброго времени суток. С вами компания Skyboard, Андрей и Евгений. И сегодня мы поговорим о том, о чем мы в принципе говорим в каждом видео, но немножко не собрано. Сегодня мы соберем в кучу всю ту информацию, которую мы имеем, о том, как правильно эксплуатировать, хранить и как правильно ухаживать за вашим электроскутером от компании Skyboard. Погнали! Прогресс не стоит на месте, и даже у меня есть электробайк и гибридный автомобиль. И на своем опыте вам скажу, им нужен специальный уход. И давайте же посмотрим поподробнее. Для начала выберем одного красавца, электроскутер Ситикока от компании Skyboard. Я так думаю, что мы выберем красный и подробно разберем по всем самым важным узлам и деталям. Основные моменты, на которые нужно будет обратить внимание на передней части нашего электроскутера Skyboard, это, естественно, колесо, это наши световые приборы и наша тормозная жидкость. Начнем с колеса. Сейчас потихоньку приходит зима, и я так думаю, что многие из вас решат поставить вашего железного коня на хранение куда-нибудь в гараж или на балкон. Сразу хочу вам сказать, ребят, когда вы ставите ваш байк на консервацию, следите за тем, чтобы колеса не были спущены. Объясню почему. Возможно, для вас это не новость, но лишний раз упомянуть об этом стоит. Когда ваши колеса спущены и на морозе, точнее не на морозе, а даже в какой-то минусовой температуре, сама резина деформируется и твердеет, и поэтому она перестает быть вот такой вот красивой, идеальной и круглой. Поэтому всегда рекомендуем вам держать давление в шинах постоянным, даже когда вы не ездите, а ставите ваш байк на консервацию. Ну а также, что касается колеса, не забывайте следить за износом вашей резины. Здесь есть довольно-таки глубокий протектор. Данная резина у нас дорожная, предназначена для относительно асфальтовых дорог, но также мы можем ездить по бездорожью, посмотрите у нас на канале. Вот. И когда этот протектор стирается, когда резина становится, так сказать, лысой, плоской, рекомендуется, да не то что рекомендуется, требуется сразу поменять данную резину, потому что резина – это залог вашей безопасности. Но исходя из нашего опыта, это произойдет ой как не скоро. Далее световые приборы. Каких-то особых требований к эксплуатации они не имеют. Но все же я бы вам рекомендовал смотреть на случай возникновения конденсата, если вы эксплуатировали ваш байк, может быть, в какую-то мокрую погоду, либо же вы живете во влажном климате, просто протирайте это. И если вы хотите всегда сохранять ваше стекло прозрачным, специальные есть полирующие пасты, и все это делается легко, просто и дешево. Помните то самое странное правило в ПДД? Перед тем, как эксплуатировать ваш автомобиль или байк, необходимо проверить все уровни жидкости и проверить все ваши лампочки на фарах и вообще везде. И да, я вам рекомендую это сделать просто для того, чтобы не доставить каких-либо неудобств другим участникам дорожного движения, чтобы повысить вашу же безопасность и, естественно, повысить ваш же комфорт. Следим за лампочками. Ну а теперь перейдем непосредственно к самой такой технической части из всей нашей вот этой вот техники, а именно о тормозах. Здесь у нас прозрачный тормозной бачок, соответственно, для тормозной же жидкости. Много раз мы говорили о том, что мы используем жидкость DOT 3 или DOT 4, и ее приобрести и найти очень легко. Как же ее залить? Мы снимаем вот этот вот такой силиконовый чехол, просто откручиваем вот эти вот два болта и доливаем при необходимости нашу жидкость. По поводу своевременной замены, я думаю, что вы все прекрасно знаете, что тормозная жидкость – это одна из самых долгоиграющих жидкостей в любом транспорте, и, как правило, замены она практически никогда не просит. Но если вы эксплуатируете ваш байк довольно-таки долго, и если вы просто имеете желание поменять тормозную жидкость, так сказать, для души или для себя, то, пожалуйста, как я вам уже объяснил, это делается легко и просто. Еще одна немаловажная часть этого байка – это наши амортизаторы. Амортизаторы регулируемые, как мы об этом много раз уже говорили в наших обзорах, и мы даже вам показывали разницу в том, насколько они отрабатывают, когда они настроены на самую жесткую работу и на самую мягкую. Сразу хочу сказать, что для вашей безопасности и комфорта, если, тем более если вы возите пассажира, например, или какой-то груз, я рекомендую вам настроить их пожестче. То есть сюда мы можем закачать воздух, и при помощи вот этой гайки мы можем закрутить
пружину, что сделает это вашу пружину намного жестче и плотнее, и сделает вашу езду комфортнее и безопаснее. По поводу хранения стоек, я рекомендую вам пружину наоборот раскрутить и спустить в воздух. Еще раз простым языком. Большой вес, мы опускаем нашу гайку, зажимаем пружину, делаем ее плотнее, а также добавляем воздух. Ставите байк на консервацию или на долгое хранение, раскручиваем наоборот пружину, ослабляем ее, выпускаем воздух. Еще немножко о тормозной системе. Первое. Не забываем о таких важных деталях, как ваши тормозные шланги. Если где-то он поврежден, протекает, это моментально скажется на эффективности вашего торможения, а соответственно и безопасности. Давайте еще немножко рассмотрим нашу тормозную систему. У нас тормоза дисковые. Здесь две колодки зажимают наш диск. Замена колодок в принципе не составляет никаких проблем. Нам просто нужно снять суппорт и поменять колодки. Колодки легко, ну не прям что сильно легко, но выщелкиваются самостоятельно и просто вставляем новые колодочки. Ну и не забываем о таком враге любой техники, как коррозия металла. В зависимости от условий эксплуатации вы можете где-то ударить вашу раму, вы можете где-то поцарапать ваше колесо, и при наличии там влаги и грязи может образоваться коррозия, так как антикоррозийное покрытие просто в ходе эксплуатации может быть случайным образом содрано. Поэтому рекомендую вам следить за этим моментом, особенно перед тем, как ставить ваш байк на консервацию. Рекомендую вам его тщательно помыть, просушить, обследовать на наличие каких-то сколов или проблемок, и эти проблемки самостоятельно заделать. Поэтому обратите на это внимание. Ну а сейчас настало время поговорить, наверное, о самой дорогостоящей части электроскутера, а во-вторых, о самой требующей ухода части электроскутера, а именно это батарейка. По поводу батареек хотелось бы сказать, что не то, что прямо не требуют ухода, требуют туда залезть, что-то сделать. Нет, они скорее требуют больше того, чтобы не накосячить. Так, как правильно ухаживать за вашей батарейкой? Самое главное это то, что литий-ионные батарейки, которые мы используем, а перед вами, кстати, сейчас экземпляр наш, 60 вольт, 20 ампер часов, может проехать довольно-таки большое расстояние, какое не скажу, потому что вы сами посмотрите в наших видео на этом канале электроскутеры Skyport. Так вот, эти литий-ионные батарейки крайне не любят переразряда и перезаряда. Когда на вашем зарядном устройстве горит зеленый огонек, рекомендуется отключать устройство сразу. Да, это устройство очень умное, это устройство 4-амперное наше фирменное, но тем не менее ни одна батарейка не застрахована от перезаряда. Поэтому, как только зарядили вашу батарейку, сразу отключайте ваш зарядник. И всегда заряжайте вашу батарейку только оригинальным зарядным устройством, подходящим для вашей батарейки, идущей с ней в комплект. Потому что внутри есть процессор, который полностью контролирует процесс вашей зарядки, что, естественно, продлевает срок эксплуатации вашей батарейки. Но я думаю, что вы прекрасно понимаете, что любое устройство должно заряжаться именно подходящей для этого устройства зарядкой. Поэтому мы вам не рекомендуем использовать какие-то нехорошие аналоги. Так как же хранить данную батарейку, когда вы ставите ваш байк на консервацию, допустим, вне сезон? Первое, естественно, вы разъединяете ваш байк от батарейки и заносите батарейку куда-то в теплое место, потому что данные батарейки не любят холод. А как же ее хранить заряженной, разряженной? Рекомендуется хранить данную батарейку не полностью заряженной, не полностью разряженной, а приблизительно 40% заряда здесь держать. На самом деле там все очень сложно устроено, и для того, чтобы ваша батарейка при саморазряде не теряла емкость, желательно держать ее заряженной примерно до 40% и периодически проверять, не идет ли здесь саморазряд, даже когда ваша батарейка разъединена. И тогда вы сможете продлить срок эксплуатации одного из самых дорогих и технологичных элементов современных наших электроскутеров от компании Skyport. Ну давайте подведем некоторые итоги. Первое. Всегда следите за состоянием ваших колес. Держите их в тонусе, а именно накачанными, вне зависимости от того, активно ли вы эксплуатируете ваш байк, либо же ставите его на хранение. Далее, естественно, тормоза. Следите за наличием и состоянием тормозной жидкости. Следите за состояниями всех тормозных шлангов, колодок и ваших тормозных дисков.
Еще один момент, конечно же, следите за какими-то сколами на вашей раме либо колесах, потому что там, где сколы, может образоваться коррозия, и пока не поздно, лучше это залечить даже своими силами. И, естественно, ваша батарейка. Напоминаю о том, как за ней ухаживать. И, кстати, хочу добавить еще несколько моментов. Первое, не допускать перезаряда и переразряда. Как только на вашем зарядном устройстве загорается зеленая лампочка, сразу же отключайте вашу батарейку. При длительном хранении извлекайте батарейку из вашего скутера, разъединяйте ее ото всего и храните в теплом, сухом месте. Также не рекомендуется слишком сильную нагрузку давать на вашу батарейку и мотор-колесо во время эксплуатации, то есть тягать какие-то грузы, заниматься буксировкой или страдать какой-то подобной ерундой. Мы с этим столкнулись, вы это можете посмотреть на нашем канале электроскутеры Skyboard. И если вы будете соблюдать все эти самые такие базовые условия эксплуатации, ваш байк прослужит вам долго и счастливо. Кстати, заходите на наш сайт skyboard.store, там вы можете посмотреть обо всех наших байках и комплектациях и подобрать себе байк. Ну а если же вы выбрали себе байк, вот вам список городов присутствия. Находите магазин в вашем городе, приезжайте туда, трогайте, щупайте, нюхайте, устройте себе тест-драйв и выберите байк, который подходит именно вам под ваши цели и задачи. Ну а с вами была компания Skyboard, Андрей и Евгений. Всем хорошего настроения, пока!